Всех приветствую на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Под прошлым видео был комментарий, в котором автор написал, что не любит зиму, подождет летнюю картинку. Если пройти по каналу, можно найти много подобных работ, но мне самой захотелось поменять зимнюю тему. Буду утилизировать вот эти обрезки. И это, конечно же, будет пицца вот из этих обрезков и мелких лоскутиков. Можно взять основу из плотной ткани, но у меня это тонкая, ненужная ткань. Обрезки распределяю по основе ровным, не толстым слоем. И за счет этого слоя в процессе стежки заготовка станет плотной. Вот так выглядят разложенные обрезки. Этот настил красивым не назовешь, но это у нас для плотности. Вы, наверное, обратили внимание, что верхняя часть состоит из обрезков синего цвета. В эту часть, конечно, надо бы зеленого цвета, но зеленый у меня в дефиците. Довольствуюсь тем, что есть. На верхнюю часть полотна выкладываю лоскуты голубого цвета различных оттенков. А чтобы хотя бы кое-где зафиксировать лоскутики, набросаем небольшие кусочки клеевой паутинки. Вот таким образом. Потом под воздействием горячего утюга это все закрепится. Ну вот такой предварительный вариант с сине-голубым цветом. На нижней, большей половине раскладываю зеленые лоскутики. И чем они разнообразнее, тем интересней. Приходится укладывать лоскутики поплотнее, чтобы нижний слой не проглядывал. И если бы настил был в зеленых оттенках, было бы гораздо проще. А так приходится закрывать все прорехи. Девочки, а вы выбрасываете или, как я, собираете текстильные обрезки? И если собираете, то как их используете? Знаю, что их используют для набивки различных изделий. Ими набивают тюфяки и даже подушки. Поделитесь, пожалуйста. А вдруг кто-то тоже перестанет выбрасывать текстильный мусор? Ну, а кто не любит возиться с мусором, берет основу поплотней и раскладывает лоскутики по цветам. И вот полянка, покрытая травкой. Добавляю цветочки, вырезанные из ткани. Набрасываю вот такие мелкие. Они очень похожи на часики. Это из моего детства. Почему-то сейчас я их не встречаю. Вот это гвоздика, по-моему, она называется. Наверное, старшее поколение помнит такие цветочки. Также я добавлю центральную такую фигуру в композиции. Это искусственный цветок из магазина Fix Price, или в цветочном магазине можно купить такие готовые цветочки. Так, чтобы серединка не была пустой, я вот такой маленький цветок сюда добавлю. И, в общем, совсем не обязательно здесь изображать стебель. В общем, достаточно добавить один крупный элемент в такую цветочную композицию.
А чтобы сгладить резкие переходы между голубыми и синими лоскутами, я сюда добавлю кусочки органзы, белую и голубую. Вот таким образом. И вот когда композиция готова и нас все устраивает, накрываем нашу заготовку органзой, фатином или сеточкой. У меня это сеточка. Сверху закрываем влажной тканью и пропариваем горячим утюгом. Не спешим. Участок за участком переставляем утюг. Через какое-то небольшое время, обычно я считаю до 10, и переставляю на соседний участок. Таким образом проходим по всему полотну. И вот как пропарили, проутюжили, снимаем ткань. Лоскутики наши прижались. Теперь они не топорщатся. Еще раз внимательно осматриваем, чтобы все у нас лежало как надо. И можно скалывать и на стежку. Скалываем почаще, потому что полотно будет крутиться, вертеться под машинкой. И чтобы лоскутики наши не сдвигались, надо хорошо закрепить. У каждого цветочка тоже по отдельной булавочке по своей. Ну вот я уже закончила скалывать. И сейчас пойду под машинку. Булавочки эти быстро уходят в процессе стежки. Они не будут большой помехой. Ну вот, девочки, я простегала одним цветом. И знаете, час назад прилетел комментарий от мадам Джиллиан. Имя необычное, фамилию я называть не буду. Тон комментария недовольный. Почему я не показала процесс стежки, а перечислить может каждый. Комментарий был под прошлогодним видео. Там стежка прямой строчкой и аппликации швом зигзаг. Ну, в общем, что там можно показывать, я не знаю. Может быть, действительно кому-то не все понятно. Но что показывать-то? Здесь прямая строчка, неровная, слегка извилистая. Вот думаю, что с изнанки, наверное, получше будет видно. Промежутки между строчками достаточно широкие. И я сейчас поменяю тон ниток и буду строчить между этими линиями. Плотность стежки я потом вам покажу. Да, и во время стежки зелеными нитками цветы я не застрачиваю, я их обхожу. Ну вот, я простегала зеленое поле полностью. И вот такая плотность получилась. Она такая приятная плотность, там, скажем, даже скажем, такая упругая плотность. Осталось отстрочить цветочки, но сделаю я это после того, как простегаю голубое поле, чтобы убрать вот эти иголочки. Голубое поле я простегала в горизонтальном направлении. Вот так это выглядит с изнанки. Так, ну, а здесь я отстрочила только крупный цветок. Эти цветочки я не стала трогать. Они и так никуда не денутся, они не крупные. И теперь осталось заготовку осноровить. После того, как я выровняла края, размер заготовки стал 36 на 42.
И я пока еще не решила, что я с ней буду делать. Размер не маленький, может быть, вы мне что-то подскажете. И еще мне хотелось бы узнать, как вы поступаете с обрезками. Я буду ждать ваших комментариев, буду ждать ваших оценок. Если вам понравилось, не пожалейте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых работах. У меня намечены интересные планы. Я прощаюсь с вами. До скорой встречи.